Привет всем! Сегодня у нас распаковка. Сегодня 30 октября, 29 октября была презентация новых устройств от компании Xiaomi. И у нас на обзоре планшет Xiaomi Pad 7 Pro. Также к нему чехол-клавиатура и стилус. Давайте начнем, без лишних слов, распакуем, посмотрим. Посмотрим на девайс, посмотрим характеристики, я вам немножко про него расскажу. Данная модель с матовым экраном. Вот такая коробочка у нас, такая упаковка. Сам девайс. Должна быть отличная камера. 512 гигабайт памяти, 12 гигабайт оперативной памяти. Такой кирпичик. Здесь магнитное крепление для стилуса. Беспроводная зарядка. Это у нас что? За стикером. Это контактная площадка для клавиатуры. Здесь у нас стикер. Это уберем. Давайте включим девайс, пока он загружается, посмотрим комплектацию. Так, пошла загрузка. Что у нас еще в коробочке? Так, инструкция, тряпочка для протирки экрана. Здесь зарядка. Зарядка есть в комплекте. По характеристикам я напишу 44 ватта или 45. Сама зарядка на 67. Это Pro версия, наверное, сам планшет поддерживает 67 ватт быструю зарядку. Такой провод. Type A, Type-C к зарядке. Вот, планшет уже загрузился. Видите, матовый экран. Бликов минимальное количество. Английский язык есть китайский. Языков немного, но английский язык есть. Это версия для китайского рынка. Здесь нет русского языка. Предлагает выбрать сеть. Мы можем пропустить этот шаг. Размер шрифта. Так, соглашаемся. Это все в дальнейшем можно перенастроить. Экран 144 Гц. Частота обновления. Система HyperOS 2.0 заявлена. Так, вот планшет загрузился. Да, приятный матовый экран. Нет бликов практически. Вот. Такие предустановленные приложения. Так, яркость попробуем побольше поставить. Так. Ну, после тестов я добавлю тесты, добавлю результаты тестов. Можете посмотреть. Давайте сейчас распакуем клавиатуру, посмотрим, как он крепится. Клавиатура с тачпадом, и она для двух версий сразу. Для Pad 7 и 7 Pro. Универсальная. Диагональ обоих планшетов одинаковая. Так, такая коробочка. Здесь бумажная упаковка. Да. Так, здесь заглушка. Достаточно тяжелый чехол. По весу сравним с самим планшетом. Так, ну давайте посмотрим, как крепится. Магнитное крепление должно быть. Камера сюда. Вот так на магните крепится. Так, ну и поставим. Вот так он на столе стоит. И меняется угол. Вот примерно 35-40 градусов. Сбоку покажу.
Видно? Вот это минимальный, это максимальный. Вот. Так. Покажу шарнир вот здесь такой. В середине планшета. Чехла. Вот, в двух положениях фиксируется. Давайте посмотрим, как он закрывается, когда планшет в нем. Так, захлапывается. И, естественно, одной рукой, наверное, не откроется. Это не ноутбук. Ну вот, с такого положения, да, можно уже открывать одной рукой. Практически. И менять угол. Так, давайте посмотрим дальше. У нас есть стилус. Оба планшета поддерживают стилус. Вот, у нас белый стилус. Это продвинутая версия, но не та, что была в прошках, насколько я помню, предыдущего поколения. Там был стилус черного цвета, и он поддерживал больше функций. Это такой же, как был в обычном. Такой стилус, упаковочка. Снимаем. 3 кнопки. Вот этот наконечник меняется. В комплекте есть дополнительный сменный наконечник. Так. Сюда он крепится, стилус, и заряжается на магнитное крепление. Вот. Достаточно четко фиксируется в одном положении. Вот. Да, и планшет его сразу распознал и по Bluetooth присоединил. Туториал предлагает запустить. Туториал, давай заново. Запускается описание функций стилуса. Вот, соответственно, после этого стилус работает. Вот, можно делать заметки и прочее. Вот, ну, тест стилуса отдельно. Будет по нему описание и характеристики. Ну что, на сегодня это все для распаковки. Более подробные тесты, характеристики смотрите в следующем видео. Подписывайтесь на канал и ждите следующих роликов. Всем спасибо. Всего доброго. Пока-пока.